Привет, друзья! Миран на связи. В последнее время все больше людей используют свое время, компьютеры и интернет, чтобы удовлетворить свои игроманские потребности. Но бывает, это приводит к весьма недурным результатам, и иногда такие результаты даже связаны с тяжелой музыкой. No tenemos que hacer vídeo de YouTube, tío. Играем музыку, а не в игры. Сегодня на Metal Music Madness. Первая сегодняшняя команда образовалась в шведском городе Лулея в далеком 2000-м. Все, можно сказать, произошло незапланированно. Случайно встретились Роберт Стьернстром и Йонас Рорлинг. Первый был фанатом электроники на базе игровых приставок, а второй хорошо играл на гитаре. Соединив свои увлечения, они дали жизнь проекту Machine Supremacy. Начнем с названия. Несмотря на написание, оно произносится нормально – Machine Supremacy. Иногда их называют сокращенно – МАСУ, но никак не машинная. Ну, с названием разобрались, перейдем к музыке, которую сами музыканты называют SID Metal. Дело в том, что фишкой этого коллектива является использование SID Station, модуля, собранного на основе SID чипа, который применялся при производстве приставок Commodore 64. Конечно, не только МАСУ используют этот модуль. Такая практика распространена у многих исполнителей, от Prodigy до Psy. Но у шведских парней из Machine Supremacy получается это делать с определенным шармом и, конечно же, в сочетании с металлом. Machine Supremacy первые 4 года работали в интернет-среде, открыли сайт и выкладывали туда свои бесплатные композиции. И только в мае 2004-го МАСУ выпустили свой первый полноформатник Deus Ex Machine, и с тех пор выпускают по альбому раз в 2 года. Ну а начиная со второго релиза Redeemer, группа сотрудничает со Spinefarm Records. Согласитесь, неплохое развитие увлечения играми. Однако Machine Supremacy не ограничились бесплатным распространением музыки и выпуском альбомов. Есть еще одна весьма интересная сторона их творчества. Роберт, Йонас и Андрес Гердин, третий постоянный участник коллектива, являются основателями Hubnasser Industries, их собственного лейбла, который также занимается производством саундтреков к играм. Ну а самой громкой работой МАСУ в этой сфере является саундтрек к игре Jets and Guns, более 50 минут бодрых и разноплановых композиций. Группа Machine Supremacy появилась в результате соединения музыки и увлечения играми. Однако есть одна команда, которая появилась в процессе именно работы в сфере игровой индустрии. Представляем вашему вниманию проект маэстро Nobuo Uematsu The Black Mages. Nobuo Uematsu в сфере геймдева фигура весьма значимая. Во время работы в компании Square Enix он написал огромное количество музыки к играм, но больше всего запомнился саундтреками к серии Final Fantasy. Хоть он и музыкант-самоучка, но его композиции отличаются разнообразием и помпезностью. Он по праву считается одним из самых влиятельных композиторов игровой индустрии.
проект Nobuo The Black Mages — это группа композиторов из Square Enix, исполняющих музыку маэстро из Final Fantasy в авторской обработке, которая представляет собой инструментальный, софтовенький прог-метал. The Black Mages не давали концертов, за исключением нескольких шоу в поддержку релизов, да и сейчас уже Nobuo не работает в Square Enix и группа как таковая не существует. Последней работой этого коллектива стал полноформатник Darkness and Starlight, третий по счету. Но что-то мне подсказывает, что эту музыку будут слушать еще очень долго, и почитатели серии Final Fantasy, и просто любители тяжелой музыки. Ну а третий сегодняшний коллектив нам предоставили наши заокеанские товарищи из Америки. Группа, зародившаяся как сайд-проект, получила неслабое развитие и теперь занимает главенствующее положение в данном жанре. Еще одни немногословные видеогейм-металлисты Power Glove. Группа Power Glove де-факто зародилась в 2003, однако де-юре отчет ее деятельности ведется с 2005 года. Именно тогда три основателя коллектива решили покинуть свои дэт-металлический альма-матер и направить все свои силы в новый проект. Ну а в 2005 они собрали 7 песен для первого EP Total Pullnage, и несмотря на некоторые огрехи в записи, публике стало понятно, что Power Glove настроены очень серьезно. Ну а после выпуска EP, как водится, настало время для записи полноценного альбома, чем, собственно, Power Glove и занялись. Что-то записали здесь, что-то записали там, свели это все в своей домашней студии, и вуаля! В октябре 2007-го свет увидел их первый альбом Metal Combat for the Mortal Man. Релиз, как и предполагалось, состоял из кавер-версий на саундтреке к играм типа Mega Man, Super Mario Bros, Castlevania и подобным. Ну и я надеюсь, не надо объяснять, откуда взята заглавная композиция. В своем следующем релизе Saturday Morning Apocalypse Power Glove решили отойти от привычного направления и наполнили альбом музыкой из кино и мультфильмов, на которых в свое время выросли. И смена тематики была не единственным экспериментом на этом релизе. В паре песен здесь мы можем слышать вокал Тони Како из группы Sonata Arctica. Но, тем не менее, по словам музыкантов, это были временные изменения, и уже совсем скоро от них стоит ждать возвращения к истокам — Super Nintendo, Sega Mega Drive и прочим ништякам из 90-х. Что мы имеем в итоге? Раритетные звуки SID у Machine Supremacy, коллегиальное творчество у The Black Mages и тяжелометаллические 90-е у Power Glove. А между делом у нас есть победитель конкурса из прошлого выпуска — Павший Ангел.
Аккаунт младшего брата, мопед не его, но тем не менее он угадал клип группы Debauchery на песню There Be Blood. Let it be blood. Till, till, we will till death. Till, till, we will make the war. Так что заводите свои собственные аккаунты на ютубе и угадывайте следующий клип. Till, till, we are bloodstained. Свои варианты ответов оставляйте в комментариях под этим видео на ютубе. А если вы сами играете в группе и у вас есть свой интересный материал, которым бы вы хотели поделиться, пишите нам на почту или в личку ВКонтакте или на Фейсбуке, где угодно. Ну а если вам по нраву Metal Music Madness, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и рассказывайте о нас всем своим друзьям. С вами был Миран. До связи.